Я в Кёльне сейчас хочу взять вот такой вот самокат и доехать до центра. Называется фирма Ride. Мы сканируем QR-код вот здесь на руле. Далее мы устанавливаем приложение. Когда мы отсканировали через приложение QR-код, у нас запускается сам уже вот такой вот самокат, и мы можем ехать. Электросамокаты могут стоять везде, в любом районе. Вы можете найти подходящий сервис, который вам нравится. Ну и вот такие вот оборудованные размеченные дорожки практически по всему городу. Во всех прокатных компаний вот этих вот электроскутеров есть своя карта дорог, по которым вы можете перемещаться на скутере. И, к примеру, если вы, как здесь, приближаетесь очень близко к речке, как бы сам самокат отключается, не подает питания, и вы не сможете ехать. Вам нужно вернуться на основную дорогу, к примеру, как вот здесь, тротуарная такая дорога, и тогда он опять может ехать. Поэтому не везде можно на электросамокате проехать в Кёльне. На карте показывает вот такую вот парковку, где вы можете оставить ваш электросамокат. В других местах, в основном в центре, недоступна парковка, вы не сможете завершить вашу поездку, поэтому ищите на карте вот такие места, где можно оставить после поездки электросамокат. Приблизительно за час я доехал до центра Кёльна, с того района, где я проживал, на электросамокате. Обошлось это все в 13,95 евро. Час 16, точнее, вот я ехал, ну и никаких происшествий в дороге не произошло, все удобно, понятно, ну и получил даже некоторое удовольствие от этой поездки.